Привет всем фанатам графического дизайна. С вами Алексей Ромашин, дизайнер, издатель и педагог. Сегодняшний наш разговор о том, как строить свою карьеру. Несколько лет назад я записал лекцию «Правильный старт в профессию графического дизайнера». А это была одна из первых моих лекций на YouTube. В ней я рассказывал, как осуществить свою мечту, перестать заниматься нелюбимым делом и заняться тем, чем всегда хотелось – дизайном. Это видео тогда, на удивление, мощно выстрелило. Его посмотрели более 50 тысяч зрителей, и 1700 из них стали подписчиками его канала. Это меня вдохновило, указав на то, что с темой я тогда не промахнулся. К слову, если вы еще не подписаны на мой канал, сделайте это прямо сейчас. Ваши лайки важны для его продвижения. Прошу вас не экономить на лайках, а я с своей стороны буду столь же щедро делиться с вами своими знаниями и опытом. Договорились? Итак, сегодняшний наш разговор на волнующую многих тему, как выйти на рынок дизайн-услуг, начать стабильно зарабатывать и жить с дизайна. Если для вас это актуально, то оставайтесь и слушайте. Обещаю, контент будет бомбический. Ну что, поехали? Каждый месяц курсы по дизайну заканчивают тысячи. Это вполне объяснимо. Многие хотят расстаться с нелюбимой профессией и стать дизайнером коммуникационным, UX или продуктовым. Профессия влечет, но суровая правда жизни состоит в том, что дизайнеров начального уровня, дизайнеров, которые только-только разобрались с графическим софтом и начали более-менее уверенно двигать мышью, намного больше, чем рабочих мест в данный момент времени. Дизайн всегда был чрезвычайно конкурентной отраслью. Найти работу, на которую вы имеете право претендовать, одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются начинающие. Начну с того, что для дизайнера, вне зависимости от того, на чем он специализируется, на вебе или на брендинге, есть всего 3 стратегии для самореализации, 3 пути. Это пойти во фриланс, наняться в коммерческую компанию, который имеет собственный рекламный отдел, или присоединиться к дизайн-студии. Итак, рассмотрим плюсы и минусы каждой из 3 стратегий. Несомненным плюсом фриланса является то, что вы находитесь в ситуации относительного психологического комфорта. Можете ложиться спать в 2 ночи и просыпаться в полдень. Вы свободны в передвижениях, можете жить где угодно и работать откуда угодно, лишь бы был стабильный интернет. Минусом жизни фрилансера является нестабильный доход. То заказы есть, то их нет, и мутная трудовая биография. То есть, если вы захотите в какой-то момент уйти в найм, вам будет сложно доказать HR, что эти год или 2, которые вы были во фрилансе, вы на самом деле занимались дизайном, а не какой-нибудь там фигней. И несомненным минусом этой стратегии являются приобретаемые дурные привычки. Спать до полудня, работать по вдохновению, пить пиво среди дня и подобные вольности. Хотя между нами спать до полудня – это прекрасно. Но выбор за вами, а мы двигаемся дальше. Вторая стратегия – это уйти в найм в коммерческую компанию и обслуживать ее потребности в дизайне. Сначала плюсы. Стабильная ежемесячная зарплата – это хорошо. Нормальная трудовая биография – плюсуем. Имеется перспектива карьерного роста. Если компания серьезная, то можно в будущем стать в ней арт-директором. Но спать до полудня, как вы догадываетесь, у вас уже не получится. Минусом для вас будет чужеродная среда обитания. Вы будете общаться не с дизайнерами, а с менеджерами или в лучшем случае с маркетологами, что никак не будет способствовать вашему саморазвитию. И еще минус однотипность решаемых вами задач, то, что называется текучка. Сидишь и пилишь часами баннеры для SMM. Это также тормозит творческое развитие, а иногда просто бесит и вымораживает. Увы. Что у нас там дальше по списку? Работа в дизайн-студии. Это, по моему мнению, самое вкусное для дизайнера. Тут сплошные плюсы. И зарплата каждый месяц, и трудовая книжка, и дружественная среда, которая обеспечит вам профессиональный рост. В дизайн-студии всегда найдутся бывалые дизайнеры, которые поделятся с вами знаниями, чего-то подскажут. Мечта.
Но возникает вопрос, не вопрос, вопросище, как эту мечту воплотить в реальность. Об этом я расскажу далее. Оставайтесь на моем канале, делитесь ссылкой на видео в своих пабликах, ну а про лайки я вам напомню позже. Итак, с чего начать? Как перестать киснуть и ныть по поводу рынка, который глух и жесток к дизайнеру, и начать решительно изменять свою судьбу? Самый ценный совет всем начинающим – начните. И начните с самого простого. Сядьте за компьютер и сделайте наконец-то себе личный знак. Сделайте его. Он пригодится вам и для электронных писем, и для оформления вашего аккаунта, и для резюме. Затем, используя знак, сверстайте и напечатайте визитку. Много не надо. 20-30 экземпляров хватит вам на год активных поисков работы. Ну, существует мнение, что бумажная визитка – это отмирающий жанр. Не верьте. Велика вероятность, что некоторые ваши встречи в поисках работы будут происходить в офлайне. И визитная карточка может оказаться более чем кстати. Но учтите, что ваша визитка должна быть не абы какой. Она должна быть бомбической. Она должна отражать ваши эстетические пристрастия и, по возможности, даже ваш характер. Ваша визитка должна быть визиткой дизайнера, а не визиткой адвоката или ветеринара. Ну, к примеру, моя визитка. Я сделал ее много лет назад, и тогда мне захотелось, чтобы она выглядела как-то так, ну, немного гранжево. Ну, забавная визитка получилась. Есть у меня и другие, более минималистичные. Я пользуюсь теми или другими, в зависимости от ситуации, с учетом, с кем встречаюсь. Так что дерзайте. А мы двигаемся дальше. Над чем нужно серьезно заморочиться, так это вот над резюме. Мы типа такие все из себя креативные, гибкие, остроумные, готовые взяться и решить любую творческую задачу, но не можем сделать себе креативное резюме. И продолжаем с минусовым эффектом рассылать унылую страничку, сверстанную в Word, с фоткой там в верхнем левом углу. Печаль. Креативное резюме – это мощный инструмент выстраивания личного бренда. К сожалению, многие дизайнеры пренебрегают этим. Чем креативное резюме отличается от обычного? Креативно мы не обязаны придерживаться привычной схемы. Там родился, учился, работал с такой-то по такой-то, уволился, указать причину. А подобные резюме менеджеры по найму просматривают сотнями и часто их игнорируют. Сверстайте резюме так, чтобы у кадровика сразу возникло четкое представление. Это резюме дизайнера. Сверстайте его качественно, и он увидит, что вы классный дизайнер. И с большей вероятностью назначит вам интервью. Если ваш путь в дизайне только начался, и вам еще нечего рассказать о своих достижениях, то просто расскажите о себе. Резюме нужно воспринимать как визуальную презентацию, неотъемлемую часть вашего образа. Используйте в дизайне иконки, инфографику, не пренебрегайте цветом. Расскажите, а лучше покажите, какими программами и как хорошо вы владеете. Какие у вас дополнительные навыки, хобби, там иностранный язык, музыка, кино, кошечки, хомячки. Ну, вот пример моего креативного резюме. Сначала я делаю акцент на свои профнавыки. Оцениваю их по 10-бальной шкале. Видите, по идентике у меня типа черный пояс. 10 из 10. Типографика на 2 единички меньше. Креатив на единичку больше. Ну и так далее. Технические навыки – та же история. Чего-то меньше, чего-то больше. Ну, все как в жизни. Разумеется, вся эта информация – это субъективная оценка самого себя. Скорее всего, HR не до конца понимает, чем идентика принципиально отличается от типографики. Но рассматривать ваше резюме ему, тем не менее, будет по приколу. Какую еще информацию я разместил в своем? Вот ссылка на странички в моих социальных сетях. Они кликабельные. Можно щелкнуть мышью, и откроется мой Facebook, контакты или Инста. Это круто. Далее информация о том, где и когда получал образование, опыт работы, мои достижения и награды. В самом конце наиболее знаковые заказчики, с кем мне приходилось сотрудничать. Всего по минимуму, но вполне достаточно, чтобы кадровик составил представление обо мне как о практикующем дизайнере. Когда будете верстать свое резюме, ваша личная история, естественно, будет отличаться от моей. Главное, чтобы вам был понятен принцип упаковки информации. Надеюсь, вам все понятно.
Так что двигаемся дальше. Что у нас еще осталось в списке выживальщика на жестоком рынке дизайна? Портфолио. Один из наиболее авторитетных ресурсов, где вы можете разместить свое портфолио с работами, это Behance. Behance интуитивно понятный интерфейс. Вы потратите немного времени, чтобы разобраться, как добавлять работы, как удалять. Вопросов не возникнет. Более существенный вопрос, где взять работы, особенно если вы в самом начале карьеры. Скажу вам по секрету, что более половины работ, которые есть на моем Behance, фейки. Хотя слово фейк не совсем подходящее, оно содержит отрицательную коннотацию. Скажем так, нереализованные проекты или проекты, за которыми не стоял реальный заказчик. То есть неожиданно пришедшую в голову оригинальную идею я сразу стараюсь отрисовать, натянуть на макап и выложить в портфолио. Уверяю вас, что большинство профессиональных портфолио состоит из таких же реплик и фейков. Выйдите на улицу, посмотрите, сколько вокруг нас отвратительного, тупого дизайна. Сделайте авторскую реплику и в портфолио ее. Круто? Не благодарите. Лучше поставьте лайк. Или поделитесь ссылкой на это видео. Теперь по поводу работ, выполненных на заказ. В подавляющем большинстве случаев заказные работы, продукт уступок и компромиссов с заказчиком. Они не отражают ваш дизайнерский потенциал в полной мере. Работая над реальным заказом, всегда делайте несколько вариантов. Часто заказчик выбирает не лучший из предложенного, но в портфолио должен отправиться лучший. Как дизайнеры мы постоянно растем. Те, кто прилагает усилия, растут намного быстрее и работают над большим количеством проектов, чем большинство. Портфолио, разработанное год или два назад, не может объективно презентовать вас сегодняшнего, поэтому вполне уместно изменить дизайн того, что проектировалось вами ранее. Некоторые мои коллеги переделывают свое портфолио раз в год. Это нормально. Не жалейте на это время, ведь с каждым редизайном вы можете становиться лучше. Итак, сегодня я рассказал вам о 3 инструментах, которые помогут вам быстрее встроиться в рынок и занять на нем место, которое вы заслуживаете. Вообще, тема управления собственной карьерой жизненно важная, и поэтому я посвятил ей целый лекционный блок в своем обновленном онлайн-курсе «Идентика». Там я даю подробную дорожную карту, как устроиться на работу в приличную дизайн-студию, объясняю, как не совершать ошибок во время переговоров, если вы фрилансер и вынуждены самостоятельно продавать свой дизайн. Рассказываю, как избавиться от когнитивных ошибок, которые свойственны всем молодым дизайнерам, и о многом другом. И самое главное, я учу создавать профессиональные фирменные стили. Но это и есть главная цель школы. За 5 лет существования через нее прошло около 300 учеников из разных стран. Посмотреть на дипломные работы и почитать их отзывы можно, зайдя на сайт, ссылка на который под этим видео. Ну а на сегодня у меня все. Карьерных вам взлетов и делайте дизайн. Напоминаю вам про ваши драгоценные лайки. До встречи.